Привет! В этом уроке предлагаю добавить на наш бэкэнд мутацию для создания идеи. Приступим. Ну и, соответственно, отправить с фронта запрос к этой мутации. Хорошо, давайте начнем с бэкэнда. Нам нужна новая папочка, которая будет называться Create Idea. Create Idea. В ней по аналогии нам понадобится файлик index.ts. Мы мутации сами еще не создавали, мы создавали query. Мутация — это та штука, которая что-то меняет на сервере. Query — это та штука, которая просто забирает что-то с сервера. Тем не менее, мутация также может возвращать какую-то информацию с сервера, но их разделяют, потому что с ними немного разная политика работы с фронта. На бэкэнде они в сущности очень похожи, и все их отличия... Вот я могу для примера скопировать какой-нибудь getIdea, да, процедуру, и превратить ее в мутацию. Ну, во-первых, название, да, у нас будет create_idea. Так, с инпутом сейчас мы разберемся. Вот, и просто вместо слова query нужно написать mutation. Вот как бы и вся разница. Потом, какой у нас все-таки будет input? Input у нас должен быть такой же, какой у нас был на фронте. И мы сейчас пока что можем просто его скопировать. И он у нас один в один. Для чего нужна валидация на бэкэнде, если у нас уже есть валидация на фронте? Ну, потому что нет гарантии, что не придут хакеры и не начнут дергать наши эндпоинты в обход фронтенда. Вот, то есть есть такая политика, что мы не доверяем клиенту. Вот нашему фронтенду мы... Ну, никому мы, короче, не доверяем. На бэкэнде надо все перепроверять. Вот, поэтому здесь должна быть точно такая же валидация, как и на фронте. Хорошо, то есть мы валидацию объекта входящего добавили. Видим здесь, что input уже принял нужный нам тип. И сама реализация будет следующая. То есть у нас есть массив ideas, его нужно просто скорректировать. Если мы добавили идею, можем сделать push, и тогда она добавится в конец. Но я хочу, чтобы идеи добавлялись наверх, чтобы когда мы заходили на страничку просмотра всех идей, новая идея была сверху. Вот, поэтому мы будем здесь использовать ideas.unshift. Input — это значит вставить в начало. Вот. И нам сейчас абсолютно не важно, что нам будет возвращать эта мутация, поэтому мы просто можем поставить return true. Вот и все. Потому что пока что никак мы данные, возвращаемые из бэкэнда, возвращать не будем. Это просто возвращаемое значение. Здесь может быть все, что угодно. Хорошо. Так, возвращаем просто true. Хорошо. Теперь нам нужно зайти в наш роутер, вызвать generate index. Все добавилось. И идем внедряться во фронт. Как добавить мутацию на фронт? Пишем. Const create idea равняется trpc, да, точка, create idea и use mutation. Все верно. Create idea. Что он нам рассказывает? Ага. Так, и теперь в onSubmit вместо console info submitted нам нужно вызвать следующее. Хотя можно, наверное, просто ее сделать async. Ага. Так, await, create idea, точка, сейчас, mutate async. И передать туда values. Вот. Передали эти values, они попали в create idea, и мутация создалась. И идея создалась. Давайте посмотрим, как это будет работать. Хорошо. Давайте сначала поглядим на работу, потом немножко разберем. Так, вот на solo idea, последняя идея — это идея 0. Добавляем еще одну идею. 100 символов. Так, create idea. Так, посмотрим на наш network. Да, когда мы создаем, у нас создается идея. Хорошо. Смотрим на all ideas. Да, наши идеи создаются. Все это работает. Вот, по сути, когда мы вот так вот мы вызвали эту use mutation, вот мы ее применили, исходя из нашего trpc. Вот, и когда мы вызываем mutate async, просто на фоне отправляется вот такой запрос на сервис create idea, можно его разобрать. Да, это пост-запрос по адресу trpc create idea с вот таким вот вводом. Почему здесь массив? Ну, потому что мы уже разбирали вначале, что он отправляет батчем. То есть, теоретически, если бы много запросов сразу отправилось, он бы одним запросом это отправил, и каждый отдельный запрос он разбивает на отдельный элемент. Ну, вот просто payload. И все это пришло в наш бэкэнд и сработало.
Вот. Мутации мы еще попишем, разберемся. У нас будут мутации, у которых будут разные валидаторы на фронтенде и бэкенде, узнаем, почему такое может быть и так далее. А в следующем уроке мы займемся тем, что уберем дублицирование кода, потому что, очевидно, вот этот вот объект валидации зодовский, да, мы могли переиспользовать. Вот этим и займемся в следующем уроке. Спасибо. Поехали дальше.